Всем привет, ребят! Сейчас мы с вами будем делать обзорчик на альбом группы Buoncello. Он вышел пару дней назад. Альбом называется Lifestyle of Secret and Dangerous. Сейчас ребята находятся на лейбле, они их уже записывают. И, я уже послушала. Честно, моя оценка альбома это 4,5-5 из 10. Это лично мое мнение, оно может не совпадать с вашим. Поэтому я принимаю любое мнение. Если вам понравилось, я очень рада, что вам зашел этот альбом. Если нет, то тоже имеет место быть этому мнению. Также все, что мое мнение, лично сугубо мое мнение. И также, как вы это поняли, это только ваша проблема, если вы что-то не так поняли. Потому что людей начинают хейтить за их мнение. Это неправильно. Вот. Let's go! Альбом очень странный для меня, как для слушателя. Я здесь рассматриваю с точки зрения слушателя. Если там какие-то вам более интересные подробности, я думаю, можно на других каналах найти. Я рассматриваю с точки зрения здесь слушателя, понравилось мне или нет. Так вот, моя оценка этого альбома 4,5-5 из 10. Также для меня очень странно, что у них не было никакого практически промоушена самого альбома, с тем учетом, что они анонс уже сделали очень давно, и в принципе можно было подзабыть, в связи с там всякими разными ситуациями, люди просто могли не вспомнить дату выхода альбома. Как-то ребята очень мало делали промо, ни постов мало было, как-то и упоминаний, то, что альбом типа скоро выходит. Не знаю, мне кажется, такого ажиотажа уже никакого не было в преддверии того, что ты ждешь альбом. Вот. В этом альбоме, получается, идет 11 аудиозаписей, идет всего 34 минуты. В принципе, это отличный формат альбома, в плане того, что не сильно загружен, но при этом не очень мало. Тебе покажется вполне оптимальный вариант. 9-11 песен — это всегда идеальное для прослушивания музыки, восприятие также музыки, потому что много никто не будет воспринимать. Вот, это нормальный такой альбом, состоящий из 11 композиций. Я пока дошла до дома, послушала весь альбом. Начнем с обложки. Так, конечно, тоже все будет прикреплено. Мне очень понравилась обложка. Она необычная. Когда вышел этот обложка, я не ожидала от Buoncello такого, потому что казалось, что будет что-то более такое спокойное, а тут как немножко от обложки веет агрессией, и плюс вот эти маски, типа, они срывают. Это очень круто. Вот. И вот эта цветовая гамма черно-белая тоже потрясающая. Я понимаю, может, что-нибудь еще красное добавила, но очень классно выглядит. Стильная такая обложка, она запоминается. И однозначно очень будет классно смотреться на полочке с дисками. Вот. Также здесь представлены те песни, которые мы уже слышали, такие как Dark Side. Для меня было это очень удивительно вставлять в альбом Dark Side, когда это больше евровиженская песня и больше подходит как отдельным синглом, то что вот с этой точки у них пошел вверх по факту карьера. И вставлять в новый альбом Dark Side для меня это было очень странно, когда я начала слушать, я типа, а зачем вы ставили, если по этой песне вас все знали, и как бы это сингл должен был один, мне кажется, быть отдельно ни в каком альбоме. Вот. Но это лично мое мнение. Такие композиции в этом альбоме включены, такие, которые мы уже знаем, слышали: Dark Side, Bad Idea, We Are Not Saints, National Heroes тоже немножечко было, вот, и Пророки Бальбо, стилизация под него. Вот, эти песни я не рассматриваю в этом контексте видео, так как мы эти песни уже знаем, и они по факту были такими синглами, открывающимися весь, представление, дающие нам, какой будет альбом. Но, честно, это слишком разнятся эти песни от всего основного альбома. Потому что я так и не поняла, какое настроение все-таки у альбома. И, к сожалению, здесь я практически не услышала Buoncello. Для меня оказалось, это все какие-то другие группы, но не Buoncello. Просто с переходом, видимо, на лейбл ребята немножечко потеряли свою узнаваемость. Понятно, я понимаю, что да, альбом должен быть коммерчески продаваться и зарабатываться на этом деньги, но просто когда мы все полюбили ребят за их такую теплоту, доброту и искренность, и здесь все их отличающиеся песни
других групп. А сейчас по факту это простая коммерция, которая, ну, проходного альбома, потому что для меня этот альбом вообще никак практически не заполнился. Если бы я не знала, что это Blind Channel будет, я бы просто подумала, что это какая-то группа, которая только-только набирает популярность, у которой, там, не знаю, в подписчиках, со всех социальных сетях там всего 1000 подписчиков, которые только-только вот начинают свой путь. Потому что альбом очень легкий, очень-очень такой какой-то посредственный, если честно. Я правда ожидала, что будет больше гитар. По ощущениям у меня было, что ребята просто забыли, что такое гитары. Ни басухи практически не слышно. И там в конце чуть-чуть были музыки, сама гитара, а так как будто вообще не существовало. Мне не понравилось большое количество рэпа. У Ника настолько прекрасный голос, и по факту он практически все песни читает в рэпе. Это очень странно. Как бы косплеить по факту Linkin Park, но зачем? Я понимаю, что диктует, может, условия лейбл, и, может быть, ребята что-то хотели бы другое, но это слушает больше миллионов, и люди будут сравнивать хоть так и так, потому что, скажу сразу, песни мне из всего альбома, вот я не рассматриваю, конечно, Dark Side, вот эти, а которые новые мы не слышали, мне понравилась всего одна песня. Это очень печально, потому что хотела, чтобы понравился весь альбом. Я не понимаю, почему прекрасному голосу Ника не дали столько возможностей, столько шансов. Вот, кстати, Йоли очень классно. Во всех песнях мне понравился голос Йоли. Он прям на месте, как должно быть, в его манере всей. Но Ника, блин, ну Ника, такой прекрасный голос. Дайте Ника больше петь, а не читать рэп. Вот. Барабаны там также шикарные, и с точки зрения Алекси там тоже всякие сэмплы, там подобные его установки тоже классно, но гитар мне очень обидно за Йонаса и Оли, потому что практически вообще не слышно их гитар. Где гитары потерялись, где тяжести музыки, я не понимаю. Вот, потому что очень хотела, чтобы побольше было тяжесть, очень легкий альбом по сравнению с другими песнями и другими альбомами их. Вот. Начнем с моего топа, которые мне прям зашли. Это Autopsy песня. Она прям очень... Вот из всего альбома мне запомнилась. Я уже миллион раз, наверное, послушала. И потом мне зашла A Life Only Burning. Немного такая восточными манерами, там чуть-чуть было, чуть-чуть совсем, но мне очень понравилось, я прям люблю такое. Совершенно не понравилось Thank You For The Pain. Я не понимаю, ну, многие, типа, говорят, это очень классная песня, мне вообще не понравилась. Она как будто какая-то новогодняя, но, знаете, типа, с посылом каким-то, типа, ну, спасибо за подарок такой. Вот лично для меня такая ассоциация. У вас у всех может быть другая ассоциация, у меня лично вот такая с этой музыкой, поэтому ничего не могу сказать в плане... Я не буду эту слушать песню точно. Opinions неплохая, Don't Fix Me... Припев классный, все остальное слишком легко. Вот. Вот две песни из моего топа, которые это Autopsy и Life on Only Burning. Вот это две песни, которые мне действительно понравились. Остальное, ну, такое. Могу послушать, но не буду второй раз, можно так сказать. И We Are Not Saints, вот эти Bad Idea, там еще раз повторюсь, Dark Side, это для меня отдельные какие-то такие песни, которые, потому что с синглом вышли. И по факту, если убрать эти песни, то это по факту выходит вообще как эпишка. Альбом, не целый альбом, а эпишка больше будет походить. Возможно, они специально так сделали, чтобы был реально полноценный альбом. Типа не стали выпускать этот IP и сделали реальный альбом. Ну, не знаю, это, конечно, решать ребятам, решать лейблу, как что выпускать, но в целом по настроению мне не очень, как бы мне непонятно, все-таки больше радости на этом альбоме или больше грусти. Обычно на всех альбомах ты слушаешь, и у тебя прослушивается. Также в этом альбоме я услышала много-много разных групп, но не самих блайндов, по кусочкам, если можно, то собрать. Допустим, когда я включила песню Life Only Burning, для меня это был System of a Down. Вот, чистая система. И манера такая же, и по песням такая же, и ритм музыки практически такой же. А то все я вообще там слышала то Мэрилин Мэнсон, то Motionless in White. Если, блин, я не знала, я бы так и подумала, что это группы. Но Autopsy мне еще начало очень сильно одной песни Рамштайн напомнила, где вот они всякие пшики вот это делают прям сильно, но она мне эта очень песня сильно и зашла.
Она такая немножко индастриал, я бы сказала, немного-немного совсем. Вот так, капельку. Вот. В принципе, вот это, наверное, единственная песня, которую я буду слушать на повторе, которая мой фаворит из всего альбома. Да, так бывает. Бывает то, что может не понравиться весь альбом, может весь понравится альбом. По вокалу все отлично, но, блин, Нико, больше Ника, дайте петь. Ника офигенно имеет голос, потрясающе им владеет, но дайте ему больше петь. Йоли очень-очень-очень классная его манера пения идет, мне прям понравилось, зашел в этом альбоме. По гитарной составляющей я уже сказала все. Вот в целом, не знаю, я конечно, хотелось бы почитать критику, которые людей именно в этой музыкальной сфере находятся, как они оценят этот альбом. Ну, потому что если для обычный слушатель, я не беру мега фанатов, которые, независимо, что бы там сделал артист, они будут всегда за. Я имею в виду простых слушателей, мне кажется, это слишком проходной альбом для группы, когда они пришли на лейбл, потому что все-таки, видимо, их там подавляют в плане того, что ребятки, делаем так, не так, как вы хотите, потому что здесь нету души в этом альбоме. Вот. Полное впечатление, могу сказать, да, я, может, еще послушаю пару раз альбом, но и не могу сказать, что я целиком буду слушать, потому что Аутопси только меня зацепила, и она мне очень сильно нравится, остальное, ну, такое себе. Вот. Это была такая моя оценка. Не судите строго, потому что я выражаю свое мнение. В целом альбом мне не сильно прям эффектовал, я не ощутила, потому что я очень ждала, что будет что-то очень крутое, что будет много тяжести, что будет много жесткого вокала такого, но не случилось, как говорится. Ну, посмотрим, может быть. Понятно, что это, может быть, была как проба пера, что только перешли на лейбл и вышли на большую аудиторию, и понять, как это будет реагировать. Но это как для это как просто обычный альбом, ничем не цепляющий, вот честно. Вот так. Вот. Теперь я буду думать, хочу ли я заказать вообще или нет, потому что, скорее всего, я уже не буду заказывать, так как альбом не очень мне зашел. Что для меня очень-очень редко, для меня обычно я всегда мне очень нравится и люблю поддерживать группы, покупать на носителях именно альбомы, чтобы ребятки также дальше делали, но, видимо, не в этот раз. Вот. Подытожим, 4,5-5 из 10. Альбом средний, проходимый, очень легкий, не тяжелый даже, как хотелось бы, даже средней тяжести не хватает. Слишком много рэпа, мало вокала, мало гитар. Вот это вот мои все такие пункты, которые я выделила. Если, ребят, вы уже послушали, обязательно пишите комментарии, как вам впечатление от этого альбома, что вы ожидали, что вы получили, все ли так или не так, и что бы вам хотелось добавить. Вот. Клипы на этом альбоме, конечно же, ну, Dark Side как бы будем засчитывать, Beta ID, даже 2 версии, и Бальбо, и Vianna Saints очень классные клипы, да. Они потрясающие, я бы хотела Топси увидеть клип, но посмотрим, может быть, они не будут ничего выпускать. Вот. Всем спасибо за просмотр, спасибо за ваши комментарии, лайки, подписки, подписывайтесь на все социальные сети, также поддержите мой канал. И до скорой встречи в новом видео, всем пока. Вдруг увидит группа мой обзорчик, ребят, не закрывайте, пожалуйста, от аудитории свои альбомы и свою музыку. Это очень важно для аудитории. Это не очень красиво по отношению к тем людям, которые вас продвинули. Да, вы вложили свои очень много эмоций, очень много сил, чтобы быть на высоте, но фанаты также вас и поднимают, и могут также отказаться от вас. Поэтому всегда помните, что зритель тоже очень важен в вашей составляющей для карьерного роста, поэтому никогда не забывайте про это. Вот, всем спасибо, всем пока.